Друзья, всем привет, с вами Антоха Гараж. Думаю, многие из вас смотрели обзор на вот этот вот скутер BMW C1. Напомню, здесь сделана доработка, установлен двигатель от К9 Skyway, сохранена система ABS, ну, в общем, много еще чего интересного, сейчас расскажу, пока буду ехать. Итак, этот проект задумывался как проект на самом деле поснимать видосики для Ютуба. Но тогда еще я не дорос до этого, что ли. Мне очень тяжело давался монтаж, и в принципе тяжело давалось это все. А кого-то, кто поможет поснимать, тогда еще не было. Поэтому постройка скутера прошла, можно сказать, практически не освещенная нигде. А интересных технических решений в нем применено достаточно много. Я тогда переезжал, в общем, скутер достался мне уже свапнутый, потому что родные моторы у них слабые и ненадежные, а пробега у него было уже что-то типа 1065-66, сейчас вот 67-500. И идея предыдущего владельца, его звали Андрей Черепанов, может, кто-то попадался на просторах ВК, он тоже этот проект активно освещал. Идея была его в том, чтобы поставить двигатель от Skyway, и он поставил двигатель от Skyway, от 43-го, но сделал это немножко, на мой взгляд, технологически слишком заморочено, и получился огромный вес. Зачем-то он удалил BMW-шную переднюю подвеску телелевер, поставил Skyway-евскую вилку, которая штатного-то веса Skyway особо не выдерживает, а веса C1 уж тем более, потому что C1 со штатным мотором весит 180 с копейками, по-моему, килограмм. А если поставить туда еще и не родной мотор, то сами понимаете, что с весом там будет полнейшая беда. Так вот, он взял как бы одну раму, можно сказать, поставил ее на другую и очень сильно это все усилил такими чуть ли не прутками. И получилось, в общем, так себе, если честно, именно с точки зрения веса. Ну и с точки зрения работы подвески тоже. Думаю, вы понимаете, что тормоза тоже не скажут спасибо такому весу. Значит, потом он наигрался с этим проектом и продал его мне. Так толком на нем никуда особо и не поездив, потому что, во-первых, ездить на этом было тяжело, а во-вторых, ну просто надоело человеку. И я решил это все выкупить. Изначально у меня идея была постройки электроскутера. Я на тот момент как раз активно изучал эту тему. И, ну, просто появилась возможность, я купил. По сути, для того, чтобы поставить сюда 43-й мотор, он хороший, 43-й кузов просто разобрал. И, то есть, запчасти от этого скутера, оставшиеся мне, тоже были отданы, так скажем, в довесок. Я это все забрал, начал думать, что с этим делать. Сунулся посмотреть, как там что сделано, начал вырезать все эти рамы. Хорошо, что родная рама C1 была не тронута. Андрей прекрасно понимал, что рама — это главная фишка этого скутера. Напомню, главная фишка этого скутера — это безопасность. Задумка — это езда без шлема. Я сейчас еду в шлеме просто потому, что на шлеме камера. И в шлеме, возможно, вам будет немножко лучше слышно, что я тут вещаю. А так, в целом, ездить без шлема на нем круто и достаточно безопасно. Это прекрасно подтверждается краш-тестами. Это, в принципе, ну, известный достаточно факт, что этот скутер в Европе, по крайней мере, точно на нем разрешается ездить без шлема. Ну, как в России, честно говоря, практики не было. Меня особо не трогали, но я и мало проехал. Тут сложности законодательства. Он никогда не продавался в Америке, потому что там так и не согласовали они эту тему без шлема. Кстати, в России этот скутер официально продавался. И не считая ДПСных, этот скутер конкретный один из 4 официально проданных в России. И весь пробег у него по России. Вот, он версия с люком. В общем, далеко не во всех комплектациях он есть. Ну, прикольная такая игрушка. Есть один у меня знакомый доставщик, который гоняет на таком. Нашел себе с очень-очень маленьким пробегом его. И в общем и целом очень доволен. Потому что у него уже не первый C1. Но, если честно, катать такой скутер в доставке, как по мне, это кощунство. Потому что это уже эксклюзив. Их было очень мало выпущено. И
по сути, это уже, техника такого выходного дня, наверное. Хотя у всех разные отношения, многим плевать. Я лично думал, что это будет как некий рекламный мопед или что-нибудь еще. Может, я буду на нем перемещаться каждый день, может, не буду. В конечном итоге выяснилось, что строить его было гораздо интереснее, чем, в общем-то, ездить на нем, по крайней мере, для меня. Учитывая мою огромнейшую любовь к мотоциклу BMW K1600 GTL, с которого я просто не могу слезть. Я, если честно, уговаривал себя вот сегодня поставить гантелю и сесть на C1, записать вам 1-2 видосика. Вот не знаю, вообще это уже второй, но не знаю, какой первый получится. Отсмотрю потом, потому что я еще тогда не проснулся совсем. Время воскресенья, 9 утра. Значит, я пытался сейчас съездить на мотосафари, но обнаружил, что там тоже все походу еще спят. Пару раз прокатился. Если где-нибудь мелькну на фоточках, то пришлите мне, пожалуйста, если увидите. Или я сам, может быть, когда-нибудь поищу. Значит, идея в том, что я взял эту раму, разобрал все это до основания, выкинул мотор от 43-го, вернее, куда-то там его, наверное, продал. И подумал, что мотор надо ставить 44-й, более надежный, более совершенный. Взял версию сразу с ABS-ом, то есть 45-ю. Там просто разница в том, что крепление датчика ABS предусмотрено. И, соответственно, я взял мотор вместе с задним колесом, тормозным диском, суппортом. То есть вся вот эта вот сборка, она полностью от Skyway 400. У меня был двигатель, который было, в общем, не жалко пустить на эксперименты. Он заводился, но стучал. Пробег у него был достаточно большой. То есть, на приборке, понятно, как обычно, там 20 тысяч, но где-то под пластиком мы нашли наклейку, что там последнее ТО в Японии делалось на 80 или на 90. В общем, человек в таком виде этот скутер то ли купил, то ли ему его подарили. Он на нем поездил сезон, потом разбил его, благо не пострадал. И, в общем, его выкупил я на разбор. Как там мотор работал, мне совсем не нравилось. Он лежал у меня какое-то время, не особо востребованный. А потом я такой: это как раз то, что мне надо. То есть я могу пустить мотор под нож, делать с ним какие угодно издевательства. Если не получится, не пойдет, то я просто его разберу на запчасти, и будет не жалко. А если получится, я просто могу его разобрать и отремонтировать. Что я и сделал. То есть я приварил к этому мотору крепление амортизатора, прям кусок редуктора от 650-ки. Продумал крепление, помогал мне в этом один крутой жестянщик, чтобы это все получилось ровно и ровно ехало. То есть я варил переходной кронштейн от штатной рамы с помощью алюминиевого профиля прямоугольного. Достаточно хорошая у него там стенка. В общем, это все просчитывалось. Точил втулки, подбирал металлы, чтобы они и точились одновременно, и варились нормально. То есть, и примерно 1,5, наверное, 1000 километров, может быть 2, я на этом всем деле проехал. Причем из этого пробега 300 километров примерно было проехано только в тот день, когда мы снимали обзор. Вот тот самый как раз, на который я уже давал ссылочку. Техника получилась интересная, необычная, она привлекает внимание. Все прямо спрашивают, а что же это такое? Хотя ей уже очень много лет, но тем не менее, да, у нее может быть спорный дизайн какой-то спереди, но это еще больше противоречий вызывает, еще больше разговоров. И это тоже является классным таким фактором, который, лично мне очень нравится. И опять же, вот это вот интересное сиденье пассажира, на которое многие девушки, с их слов, никогда бы в жизни не сели. Это тоже очень-очень забавная история. Я пытался найти на него штатный кофр большой, но, к сожалению, мне это не удалось. Может быть, кому-то в этом смысле повезет больше, но по факту это сложно. Я несколько деталей пластика-то испорченных до меня Андреем искал на немецком eBay, запарился. Потом запарился их восстанавливать, приводить в какой-то человеческий вид. Мне более-менее удалось то, что я задумывал. То есть получилась нормальная техничка. Есть особенности, есть еще моменты, которые нужно доработать. В общем и целом, у меня желания этим заниматься больше нет. За последний год я выехал на этом скутере первый раз. И
могу сказать, что я хочу, пожалуй, его продать. Надо обсуждать нюансы, надо обсуждать детали. Если вам интересен этот проект, просто напишите мне в WhatsApp, и мы с вами пообщаемся. Значит, что здесь нужно доработать для того, чтобы на нем можно было ездить каждый день? В принципе, скутер на уверенном ходу. Но есть некоторые «но». Первое – это долбанный датчик уровня топлива, который я так и не допилил до конца. Родной топливный насос был безвозвратно утерян предыдущим владельцем, и там стоит переделанный насос от Skyway. Все бы хорошо, но датчик уровня топлива надо еще подгибать и юстировать, потому что показывает он неправильно. То есть он показывает, в данный момент, после того, как я трижды катал этот мопед руками до заправки, один раз 2 с лишним километра, в данный момент он показывает пустой бак гораздо раньше, чем там заканчивается бензин. Но по-хорошему надо уделить этому время и просто найти положение поплавка такое, чтобы он показывал достаточно точно. То есть здесь работает и лампа резерва, может она даже скоро загорится. Она загорается здесь почему-то очень рано. Вот. Вот такая вот история. Как есть, имеем то, что имеем. Вторая тема, до которой у меня все не доходят руки, это патрубок, который идет от дроссельной заслонки на воздушный фильтр. Воздушный фильтр здесь кастомный, там стоит элемент от BMW R1200, от сухого, маленький такой. Есть куча аналогов, фильтр достать вообще не проблема. Корпус фильтра печатался моим прекрасным другом Сергеем Назаровым на 3D принтере с нуля. То есть продумывались крепления крышки, все там классно и доступно. Но вот патрубок, который соединяет дроссель с фильтром, надо еще допилить. Я пытался, но у меня, честно, не хватило на это времени и энтузиазма. Вот. И, наверное, не знаю, стоит ли думать что-то с датчиком температуры. Я так и не смог подключить родную лампочку. Что-то там у меня не получалось от штатного сигнала Skyway. Но я вот такой вот косовский, не знаю, видно на камере или нет, вот сюда просто приклеил универсальный косовский датчик. Вот сейчас он показывает 79 градусов. Значит, система охлаждения здесь полностью штатная C1. Там очень маленький радиатор. Я сначала думал, что он не будет справляться, но на самом деле его хватает с головой. Одна из причин — это наличие алюминиевых патрубков, которые идут от двигателя к радиатору, трубочек. Они тоже обладают достаточно неплохой теплоотдачей. И в общем и целом, если не валить на максималке, то температура всегда более чем адекватная. Но если начать ехать... Ух ты, нифига, там КамАЗ дымит, прям гаишники его, наверное, нахлобучили, бедного. Но если ехать быстро, то есть держать скорость там 130-140 условно, которой он вполне себе способен разогнаться, то температура начинает подрастать. То есть он не перегревается, но она держится в районе типа градусов 93. И я думаю, что это уже та нагрузка, при которой радиатора штатного все-таки не хватает. Честно говоря, Андрей делал систему охлаждения от Skyway, но это возможно только если удалить родную подвеску. Я считаю, что в таком виде, как есть, все это вполне себе работоспособно, и скутер можно эксплуатировать, особо не заморачиваясь. Но за температурой лучше поглядывать. Вот я на МКАД выехал, температура выросла до 82, а я еду сейчас, 90-100 км в час, 83. Но, тем не менее, все, что до сотки, это является приемлемой абсолютно температурой. Тем более в системе залит антифриз, и давление там нормальное, так что все окей. Проблем вообще никаких. Скутер едет абсолютно ровно. Можно даже руки отпустить, и ничего не произойдет. Никуда его не тянет, не ведет. Он собран, варик собран, кстати, из бэушных запчастей, но из достаточно нормальных. Там стоят грузики Доктор Пули. У него очень большой вес, я думаю, килограмм 200 как минимум. И очень большая парусность, но даже при всем этом, этого мотора ему хватает. В общем и целом, такой вот интересный получился проект. Наконец-то я сделал какое-то видео с рассказом, что и как. Кстати, очень интересную вещь я здесь реализовал.
Тут установлен двигатель от 44-го кузова, но управляется он мозгами от 43-го. Тут стоит простейший 43-й дроссель без вот этих вот вторичных заморочек, которые все время ломаются. То есть я старался собрать максимально простую и надежную конструкцию, но двигатель и выбрал этот, потому что он просто гораздо более удачный, чем 44-й. Он не жрет масло, тем более я его перебрал, поменял все расходники, которые надо было, там маслосъемные колпачки, подшипники коленвала, которые болтались. Ну и в общем и целом масляный насос новый туда поставил. В общем, двигатель этот должен ходить, и должен ходить он достаточно хорошо. И для того, чтобы реализовать управление от 43-х мозгов, мы использовали 43-й ротор генератора. Кстати, муфту обгонную удалось надежную 44-ю сохранить. И мы просто долбили другой шпоночный паз, вычисляли угол для того, чтобы ВМТ мозги понимали правильно. Потому что на 44-м роторе, естественно, другие вот эти вот выемки под датчик положения коленвала, и, естественно, ничего это не заведется. А вот на 43-м роторе при условии правильного положения ВМТ этот мотор работает прекрасно. То есть здесь стоит простейший 43-й дроссель. Там как бы стоит форсунка 44-я, а дроссель сам 43-й. Такой гибрид получился. Я точил самодельный фланец на токарном станке. И соединено это с помощью родного патрубка от карбюраторной 400-ки. В общем, в случае продажи этого скутера, я думаю, мне надо будет посвятить несколько часов времени на то, чтобы подробно расписать, что здесь от чего стоит, как это обслуживать и как с этим жить. Ну, конечно же, наверное, надо примерно понимать, что любой кастомайзинг довольно трудно закончить. Здесь еще есть моменты по электрике недоделанные. Например, вот этот фонарик подключить. Я бы музыку подключил, сделал хотя бы штатную, но можно ее вообще доработать. В общем, нет предела совершенству. Одна из самых главных вещей, которую стоит знать, это то, что мне удалось сохранить родной C1 ABS. Хотя он был удален старым владельцем, но я его достал из коробочки, в которую он был бережно упакован, поставил на свое штатное место, подключил передний датчик, подключил питание. Проводка здесь полностью собиралась мной с нуля из скайвеевских. Я там что мог перепиновывал, что не мог обжимал. То есть собрано здесь все достаточно надежно, должно работать. Но никаких схем отрисованных, конечно же, нету. Но там все не сложно в целом. Значит, самая большая проблема работы штатного АБС была в заднем колесе. Удивительно, но сузуковский датчик АБС подошел по сопротивлению. И удалось прямо запустить это все предварительно, прямо на сузуковском моторе с сузуковским датчиком и сузуковской гребенкой. Но этот скутер считает показания спидометра, исходя из показаний блока АБС. И из-за того, что заднее колесо стало больше диаметром, там и резина выше, штатное колесо на C1 вообще 12-е, и плюс там, видимо, другое какое-то количество зубчиков на гребенке АБС. В общем, при достижении скорости 50-60 км в час по спидометру, я не знаю даже, сколько это было в реальности, скорее всего, это было неправдой, скутер видел критическое расхождение показаний оборотов переднего и заднего колеса и зажигал ошибку АБС, что, естественно, было неприемлемо. После этого я, замеры произвел родного колеса, замеры этого колеса, взял ту гребенку АБС сузуковскую, отвез ее для образца своему знакомому, мы с ним рассчитали количество зубчиков гребенки, которое должно быть, и я заказал просто изготовление другой гребенки с правильным количеством зубчиков на лазерной резке. После того, как забрал с лазерной резки, отдал ее в цинкование, и получилась, в общем-то, практически заводская превосходная деталь, которая встала на место как родная. И теперь АБС на C1 с ней работает просто превосходно. И АБС работает, и спидометр показывает, и одометр показывает правильно. В общем, я добился того, чего хотел. Такая вот примерно история. То есть конструирование этого мопеда, оно
было хоть и не сложным, но понятное дело, что я поднабил руку на сварке алюминия. Я много достаточно думал головой, что может быть не так. И даже та курьезная ситуация, когда после сборки у меня этот мотор плохо заводился, что на холодную, что на горячую, заводился только с газом, и как-то все это не работало нормально, она сама по себе забавна, потому что я долго искал причину и не мог понять, что же я сделал не так. Я грешил на то, что мы ошиблись в расчетах шпонки с ротором или что-нибудь в этом духе. Ничего себе, я еду 110, мне газель дышит прямо сзади. И, в общем, причина оказалась очень банальная. Сигнал на датчик температуры на Сузуки идет один, и на приборку, и на мозги. Сузуковская приборка, как-то, видимо, исходя из сопротивления, умеет зажигать лампочку перегрева или что-то в этом духе. Или там только стрелочный датчик, я не помню. Ну, в общем, суть в том, что я взял этот провод и просто, поскольку проводку прокладывал, просто вывел его на приборку. И на приборке есть лампочка, которая тускло горела, когда скутер был холодный. Ну, то есть я там плюс какой-то вывел на другую сторону лампочки. А когда скутер прогревался, ну или минус, не помню, когда скутер прогревался, лампочка горела ярко. То есть, естественно, это не являлось никаким показателем того, что там что-то нагрелось или перегрелось. Я просто вывел провод чисто номинально, чтобы допилить это потом, чтобы не дербанить весь жгут. И оказалось, что через лампочку, если мы вспомним физику класса 6, когда мы ставим два сопротивления параллельно, то сопротивление становится таким же, как сопротивление меньшего из номиналов, деленное на количество этих резисторов. По-моему, так. И получилось, что сопротивление меньшего номинала — это сопротивление лампочки, которое так минимальное, еще и поделенное. В общем, мозги думали, что... ну, то есть я, получается, запараллелил сам датчик, что ли. Мозги думали, что на улице гораздо холоднее, чем есть. Очень сильно богатили смесь. И все это дело чихало, много жрало и нифига не ехало. Но когда я эту лампочку прямо на обзоре просто вытащил, я снял вот этот импровизированный капот, добрался до лампочки и просто вытащил ее из приборки, скутер с тех пор в полоборота заводится, и даже вот после годового простоя он завелся хорошо. Расход у всего этого чуда я так и не смог замерить до конца, но я думаю, что он около 6-7 литров просто из-за того, что парусность высокая. Но это опять же на скоростях, в городе, может быть, будет меньше. В общем, такой вот интересный проект. Если кого-то заинтересовал, пишите. Всем удачи на дорогах, берегите себя. С вами был я, Антон Больших, и мастерская Антоха Гараж. В общем, сейчас перепрыгну на гантелью и поеду дальше по делам, потому что мне нужны кофры, которых здесь нету. Всем удачи, всем пока.